Привет всем фанатам автомобилей, на связи Андрей. Как я и говорил, канал у нас не только про игру, канал у нас про автомобили и гаджеты. В общем, про все, что связано с автомобилями. Мне очень нравятся познавательные видео, поэтому я решил потратить какое-то количество времени на то, чтобы разобраться, как в итоге мы пришли к текущей серии Fanatec GT World Challenge Powered by AWS. Перед началом нашего экскурса в историю GT-класса хотел бы попросить вас подписаться и поставить лайк, если вам это видео понравится. Для меня это важно и является своего рода оценкой моих трудов. Заранее спасибо за понимание. В общем, берите чаек или что вам вкуснее по вкусу, а не по сути. А я начинаю. Все начиналось с далекого 1994 года, когда 3 человека – Юрген Барт, Патрик Петер и Стефан Раттель организовали новую гоночную серию BPR GT Global Series по первым буквам фамилий Барт, Петель и Раттель, которая пришла на замену ушедшей в 1992 году серии World Sports Car Championship в силу новых регламентов, требующих больших денежных вливаний и уменьшающейся популярности, связанной с общим видом машин, который все менее и менее походил на обычное дорожное. Поскольку Барт и Петер были представителями французского автопроизводителя Venturi, а Раттель немецкого Porsche, основу автопарка в 1994 году составляли Porsche и Venturi. В этом году провели 8 гонок. По регламенту они были ограничены по времени, а именно 4 часами. А 2 Париж и Сузука дистанцией в 1000 километров, а это порядка 7,5 часов. В гонках принимали участие не только профессионалы международного класса, а еще и те, у кого просто были денежки и кто хотел гоняться, так называемые водители-джентльмены. Предлагаю немного окунуться в ту эпоху, посмотрев фотографии некоторых машин того времени. Как я и говорил, очень было много Porsche и Venturi, поэтому это далеко не весь список, а, пожалуй, самые яркие машины. Итак, Porsche 964 Turbo SLM, класс GT1. Porsche 964 Carrera RSR, класс GT4. Porsche 964 Biturbo, класс GT1. Porsche 968 Turbo RS, класс GT3. Porsche 911 Carrera Cup, класс GT3. Venturi 600 LM, класс GT1. Venturi 500 LM, класс GT1. Ferrari F40, класс GT1. Ferrari 348 GTC LM, класс GT2. Калловый Corvette Supernatural. Lotus Esprit S300, а в Suzuki еще Nissan Skyline и Toyota 94 CV. Сразу видно, что Toyota выбивается из общего класса, потому что она была единственная из группы LMP1. Следовательно, и показала лучшее время на круге 2:04, что было более чем на 6 секунд быстрее, чем кто-либо другой. Но завершить эту гонку ему так и не удалось. Машину разбили. Потом наступил 1995 год. Гонки стали более серьезными, и на стартовые сетки выходило уже более 50 автомобилей всевозможных марок. А среди гонщиков есть несколько признанных международных профессионалов. А не это ли важно для зрителей? Много разнообразных машин, настоящие гонщики в составах команд. Поэтому неудивительно, что серия набирала популярность, и все больше и больше производителей обращали на нее внимание, в том числе Макларен, Маркос и Морган. Серия BPR GT явно сыграла важную роль в возвращении гонок GT в ряды европейских гонок. Появились всеми нами любимые и известные Макларен F1 GTR в классе GT1, Ferrari F40 GTE в классе GT1, Lotus Esprit S300 в классе GT3, Jaguar XJ220 класс GT1,
De Tomaso Pantera, класс GT1, а также Porsche 911 GT2. В этом году провели уже 12 гонок, а не 8, как в прошлом. Поскольку серия BPR начала набирать популярность и общее количество автомобилей возросло, то появилось более явное разделение на 4 класса – GT1, GT2, GT3 и GT4. Правда, классы GT2 и GT4 были самыми скромными, скажем так, на количество автомобилей. В некоторых гонках было по одному представителю своего класса, хотя заявлено было большее количество машин. Но в среднем это где-то в районе 3-5 машин. Пришедший в 1995 году Макларен показывал лучшие результаты. Конструкторы поработали на славу, поскольку и в 1996-м Макларен тоже доминировал. К 1996 году, после окончания сезона в Бразилии, были проведены 2 рекламные гонки на трассах Куритибы и Бразилия. Поменяли регламент, и на старт допускались только машины серии GT1 и GT2. Но несмотря на это, серия набирает популярность. Наступил 1997 год. В этом году управление на себя взяла FIA, переименовала серию FIA GT и привнесла некоторые изменения. Стандартизировали длину гонки на уровне 500 км вместо обычных 4 часов. Либерализировали технические правила, грубо говоря, сделали какие-то ослабления и оставили коммерческую эксплуатацию в руках одного из основателей BPR, а именно Стефана Раттеля, которому удалось заручиться телевизионной поддержкой общеевропейского телеканала Евроспорт. В 1997 и 1998 годах Стефан сотрудничал с Берни Экклстоуном. За это время партнерство BPR было окончательно расторгнуто. За это время чемпионат FIA GT привлек несколько действительно громких имен, таких как Mercedes-Benz CLK GTR и Porsche 911 GT1. И старый добрый Макларен и серия снова расцвела в новом тысячелетии. В 1998 году Стефан организует Stefan Rattel Organization, или SRO. Позже он организовал более дешевую евроверсию GTR, но успехом она не увенчалась. Но это его не остановило. И на данный момент именно этой организации и принадлежат те серии гонок, про которые сегодня идет речь. Но не будем торопиться. В 1997 и 1998 годах Mercedes полностью доминировал. Небольшая ремарка. Компания Mercedes выкупила один заброшенный McLaren GTR и применила к нему свои наработки и заменила двигатель BMW на свой. Другие производители отказались от участия после окончания сезона 1998 года, и в результате Chrysler Viper стал доминирующим автомобилем в классе GT2, а стареющий Porsche 993 GT2 и Listener Storm составили определенную конкуренцию ему. Чтобы повысить статус чемпионата, SRO добавила в календарь гонку 24 часа СПА, которая ранее была просто гонкой для легковых автомобилей, скажем так, не спортивных, и она стала самой важной гонкой этой серии. После окончания сезона 2004 года FIA переименовала классы GT1 и GT2 и несколько либерализировала правила GT1, разрешив так называемые суперкары. Хотя это было сделано для размещения Saleen S7, самым большим бенефициаром стал специально построенный Maserati MC12. Уровень конкуренции остается высоким. Джентльмены-гонщики умудряются бороться за победы с профессиональными гонщиками, некоторые из которых имеют даже опыт работы в Формуле 1. При том, что Maserati выступала очень неплохо, борьбу навязывала Ferrari 550 Maranello. После сезона 2009 года организация Стефана объявила, что 2 категории чемпионата FIA GT Championship
GT1 и GT2 будут разделены на отдельные серии. Категория GT1 стала чемпионатом мира с этапами по всему миру. Автомобили, соответствующие классу GT1, имели право участвовать в гонках только в чемпионате мира Fiat GT1, поскольку организатор 24 часов Ле-Мана запретил автомобилям участвовать в мероприятии и во всех связанных с ним сериях. Это означало, что категория, которая когда-то имела право участвовать в гонках не только в Fiat GT, серии Ле-Ман и многочисленных национальных чемпионатах, теперь могла участвовать только в новом чемпионате мира. Несколько GT1 участвовали в классе LMGT1 в гонке 24 часа Ле-Мана 2010 года. Автомобили класса GT1 продолжали участвовать в чемпионатах мира в 2010 и 2011 годах, но в 2012 году серия перешла исключительно на машины GT3 из-за сокращения количества автомобилей и того факта, что большинство автомобилей стареют, и никто не хочет строить новые дорогие модели. Это означало, что этап сезона 2011 года в Сан-Луисе был последним разом, когда автомобили GT1 участвовали в международном автоспорте. В сезоне FIA GT1 2012 года на самом деле участвовали машины класса GT3, просто сохранили название серии GT1. Серия была окончательно отменена по окончании года, и ее заменила серия Fiat GT. В 2010 году планировалось, что в классе GT2 будет отдельный чемпионат с этапами, проводимыми только в Европе, известный как чемпионат Европы Fiat GT2, но эта серия была отменена. И в 2010 году в рамках 24 часов СПА было проведено единственное мероприятие GT2, победители которого были награждены Европейским кубком Fiat GT2. Вернемся чуть назад. В 2010 году планировалось, что в классе GT2 будет отдельный чемпионат с этапами, проводимыми только в Европе, известный как чемпионат Европы Fiat GT2, но эта серия была отменена. В 2010 году в рамках 24 часов СПА было проведено единственное мероприятие GT2, победители которого были награждены Европейским кубком Fiat GT2. Это был последний раз, когда автомобили со спецификацией GT2 участвовали в соревнованиях, санкционированных Стефаном, а вернее его организацией SRO. В 2011 году было объявлено о новой серии Blancpain Endurance Series, которая восстановила формат чемпионата на выносливость. Хотя в этой серии использовались только категории Fiat GT3, GT4 и Super Sports, GT2 также планировалось включить в серию, но это было быстро свернуто, так как уровень интереса был невысоким. Однако эта серия не является чемпионатом, санкционированным FIA, и в 2012 году серия отказалась от класса GT4 и перешла исключительно на GT3. В данной серии участвовали Audi R8 LMS, Mercedes SLS AMG GT3, BMW Z4 GT3, Lamborghini Gallardo LP600, Ferrari 458 Italia GT3, Porsche 997 GT3R, Jaguar XK Emile Frey G3 и Aston Martin V12 Vantage GT3. Согласитесь, очень похоже на то, во что мы сегодня с вами играем. Вдохновленные успехом серии Blancpain Endurance, Blancpain и SRO Motors Group договорились укрепить свое партнерство, создав серию Sprint. Кроме того, это дает командам и гонщикам возможность впервые побороться за общий титул Blancpain GT Series. Эта серия включает в себя два вида гонок: Endurance Cup, зачет гонок на выносливость в рамках серии, и Sprint Cup, более скоротечные и динамичные соревнования по формату, приближенные к формульным гонкам. Blancpain GT Series Endurance Cup – один из старейших и популярнейших кузовных чемпионатов.
Гонки обычно имеют продолжительность 3 часа. В 2013 году именно этот чемпионат стал отправной точкой для программы SMP Racing. В тот же год пилоты российской команды дебютировали в этом чемпионате на автомобилях Ferrari. Поскольку первый сезон 2013 года серии Blancpain GT оказался успешным, SRO Motorsport Group продолжает расширять эту категорию. В календарь включены новые арены, такие как Misano и Moscow Raceway, а для серии Blancpain Endurance Series вводятся значительные денежные призы. SRO продолжает свое развитие с рядом новых программ, таких как GT Sports Club для водителей-любителей, спортивный клуб Ultracar для самых эффектных машин и новое партнерство с международной трассой Сепанга в рамках гонок 12 часов Сепанга. В 2016 году создается International GT Challenge, формирующий новое глобальное соревнование, направленное на производителей GT3. В 2017 году Лагуна Сека заменяет Сепанг в качестве решающего раунда. В 2019 году запущена концепция Blancpain GT World Challenge, охватывающая региональные серии в Европе, Азии и Америке, а также общий чемпионат для производителей. International GT Challenge расширяется до 5 мероприятий на таком же количестве континентов, благодаря добавлению южноафриканского стадиона Кьялами, а Total 24 часа СПА устанавливает новый рекорд эпохи GT, привлекая стартовую решетку из 72 автомобилей. В конце сезона SRO сотрудничает с FIA для организации FIA Motorsport Games, нового междисциплинарного мероприятия, в котором гонщики соревнуются за свою родную страну. 2020 год. В рамках нового партнерства с Amazon Web Services континентальная серия в Европе, Азии и Америке принимает название GT World Challenge Powered by AWS, а швейцарская часовая компания Rebellion будет участвовать как официальный хронометрист. Год завершается объявлением о том, что GT World Challenge Австралия Powered by AWS присоединится к глобальной программе в 2021 году, добавив 4-й континент к расширяющемуся чемпионату производителей. 2021 год. Добавляем Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Более того, новая новаторская инициатива 2021 года заключается в том, что виртуальные гонки объединяются с турниром Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. О мой бог. В общем, наша обычная GT-серия, но с гонками на выносливость, где серия киберспортивных соревнований будет засчитываться в счет реального чемпионата. Как вы могли заметить, серия GT пережила очень многое. Все начиналось с BPR Global GT Series, потом появилась FIA GT, за ней Blancpain Endurance Series, дальше Stefan Rattel Organization GT серия начала расширяться, начиная с Европы, подключила Азию, Америку, Австралию. И на текущий момент существуют как региональные, то есть только в Азии, только в Америке, так и интернациональные мировые, плюс британские. Если вам понравилась эта история, и вы бы хотели узнать про что-то более подробно, про какую-то серию, или про конкретный класс машин, или про пилотов, а может про Лиман, или про что-то еще, пишите в комментариях. А я благодарю вас за просмотр, всем добра, берегите себя и до новых встреч!